Всем привет, ребята, с вами я, Анюта Лайф, и я вас приветствую на своем канале. Всем привет, и сегодня я буду готовить, как вы уже прочитали по названию видео, буду готовить какао. Мы же сегодня вместе с вами его приготовим. Так, как сегодня вы поняли, я вам хочу показать способ приготовления кофе. Ой, какого кофе? Итак, как вы уже поняли, сегодня я вам хочу показать способ приготовления какао. Для этого первым делом мы должны пойти на кухню. Отправляемся туда. Итак, вот я уже зашла на кухню. Такая вот кухонка. Не обращайте внимания на бардак. У нас тут он всегда, в принципе. Давайте же я начну говорить, что же нам понадобится для приготовления какао. Не самая лучшая установка для камер, ну и ладно. Итак, недавно я ходила в магазин, ну как недавно, вчера ходила в магазин и закупилась какао Nesquik. В принципе, это основа, от которой мы и будем готовить какао. Вот, можете поближе разглядеть. Такой вот какао Nesquik. Если вы тоже любите Nesquik, не дайте этому оставаться. Напишите в комментариях, что вы его тоже любите, как и я. Короче, мне давно мама, еще когда я была маленькая, не раз готовила какао из этого. Сегодня я постараюсь его сделать максимально вкусным, так что смотри это видео до конца. И обязательно ставь лайк за рецепт приготовления. Следующее нам понадобится ложка. Вот такая вот чайная ложечка. Но вы можете взять и большую, но лучше маленькую. Хотя нет, возьмите маленькую. Молоко. Вот такое вот простоквашино. И, конечно же, сахар, чтобы наше какао как можно было слаще. Ну, я надеюсь, он и так будет сладким, но если вдруг нет, то мы добавим сахара. Сахарочка. После того, как все ингредиенты у нас есть, мы начинаем все это готовить. Ой, тяжелый какой. Извините, но там почти литр воды, поэтому он такой тяжелый. Ну и, конечно же, собственно, нам понадобится кипяток. Было вам сказать, что нам еще чашка понадобится. И не спрашивайте, почему тут зимняя елка. Закрывайся. Закрывайся. Ого. Вот такая вот чашка, сейчас я ее отмою. Чистая. Практически чистая. Это я, если что, чай пила. Ой, отмывается, кстати. Обязательно пользуйтесь рецептом. Я не смотрела до этого никакие видео, как приготовить какао. Я сейчас все сама придумаю из своей головы. Супер фантазия. Итак, первым делом берем нашу кружечку и всыпаем туда какао. Вот наше какао. Так, как оно открывается? Главное сейчас на всю кухню не рассыпать это блаженство. Слава богу, что оно запечатано. Производителям за это большой лайк. Главное не дуть, а то сейчас вот так все разлетится. Типа это можно использовать как для слоумо. Обычно для слоумо используют такие блесточки красивые. Смотрите, какое оно вот такое коричневое. Вообще похоже на корицу. У нас дома есть корица, но она сейчас нам вообще не нужна. Если честно, вот это вот коричневенькое можно перепутать легко с корицей. Можете даже такой розыгрыш сделать. О, видите, я вам подсказала. Так, теперь берем нашу ложку. Вот она. Так, сыпем, я думаю, ложечек 2. Короче, берем ложечку. Сыпем. И думаю, вторую тоже, вот такую. Слушай. Сыпем. Так, отлично. Так, закрываем какао, потому что оно нам больше не понадобится. Вот, вы видите вот такую вот жидкость. Жидкость, наполнитель. Так, хорошо, надеюсь, вам видно. Осторожно. Так, следующим делом мы включаем чайник. Та-да-дам! Включили. Я вам включаю. Что это? Так, я включила чайник, чтобы вы понимали. Сейчас он будет завариваться. Пока наш чайник
заваривается, я прихожу на первоначальное место съемки видео. И вот такая сегодня. Что там происходит? Ага, то есть его заваривает. Чайник, быстрее, мне видео надо снимать. Так, походу все. Идем снова на кухню. Так, все. Наш чайник буквально сейчас. Господи, никогда так не делайте, очень больно. Но я не обжиглась, просто очень горячим, реально. Так, вот наша смесь. Добавляем сюда кипяточек. Так, ребята, после того, как чайник уже вскипятился, нам надо в это все добавить или соль. Может, сначала молоко добавить, а потом кипяток. Нет, так не пойдет. Рассуждение Анюты. Короче, мы... Ого, какой тяжеленький. Сюда все добавляем, чтобы вот видели. Ого, какое коричневое. Так, добавляем половину пока что. Вдруг невкусно кажется. Но надеюсь, что будет вкусно. Сейчас запах, знаете, обычный такой. Какао вообще, что делает молоко еще полезнее? На одну порцию 2 ложки. Я вот говорила, 2 ложки надо добавлять. Тут написано 2 ложки. Короче, оно какое-то, знаете, оно полезно, не как все другие какао. Типа вы знаете, там в кафе дают какао с кучей дикой сахара, и оно очень вкусное, с пенкой. Тут оно обычное какао. Вот, что получилось. Можете увидеть в следующем кадре. Вот что получилось, на запах оно такое. Себе просто зерна какао. Вот пахнет зернами какао. Сейчас мы будем добавлять, наверное, молочко. Берем молочко и добавляем. Я думаю, для начала совсем чуть-чуть надо добавить. Так, добавить. Извините, ребята, я не смогу вам показывать, потому что на штуке, которая стоит телефон, вообще она какая-то... Вообще отлично. Смотрите, я сейчас долила молока, и посмотрите, уже цвет стал более светло-коричневым, реально похожий на какао. Если что, можете пролистать предыдущие кадры, и вы увидите, насколько цвет изменился. Вот посмотрите, какая вот реакция от молока. Сейчас, в принципе, как вот в кафе. Вот такое вот светленькое какао. И все это молоко простоквашино, если что, это не реклама. Итак, прошло 10 минут. Попробуем. Вкусное, но не сладкое. Добавляем сахарочка, да и побольше. Нет. Там что, заело, что ли? Блин. Ё-моё, почему? Так, кладем. Так, давайте я без ложки буду, а то не сыпется. Так, стоп. Главное не переборщить с сахаром. Размешиваем. Уже слаще, но я думаю еще добавить. Знаете, было бы еще круче, если бы тут такие сливки были хорошие. Но у меня сейчас, к сожалению, нет сливок. Ну, я не могу, поэтому. Так, спробуем. А вот теперь это мы все. У нас теперь есть целая кружка какао очень вкусного, которое можно съесть и с печенюшками, и с маршмеллоу, и с мороженкой. Так что вот такой вот получился рецепт. Я, если честно, очень рада, что у меня все вышло. Обязательно ставь лайк под этим видео и... подписывайся на мой канал! Ребят, вы живы? Пока!